Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Давно меня не было с вами. Я не могла записывать, у меня был хриплый голос. Я сейчас говорю в нос, но это, я думаю, не помешает нам обсудить одну интересную тему, пока вы будете смотреть на нашу весну. Неоднократно уже в Германии, вот я заметила, что я была свидетелем таких сцен, что, например, дочь лет, могу только предположить, 70, скажем так, конфликтует при всех, то есть в обществе, со своей, например, 90-летней матерью, сопровождая ее куда-то и вот обвиняя ее в каких-то там бедах. Так вот, я хочу обсудить, почему взрослая дочь продолжает винить мать. И как перестать обвинять родителей и жить свободно уже? Во-первых, вопрос, как можно дожить вообще до зрелого возраста и не научиться цивилизованно общаться со своими близкими? Вот сегодня разберемся, почему так происходит и что вообще с этим делать. Какие причины могут быть вот таких длительных обид на родителей? Первое, что приходит на ум, это детские травмы и обиды. Многие взрослые дети, они продолжают нести груз прошлого, где их когда-то там не понимали 150 лет тому назад, критиковали, не давали любви и поддержки. Второе – это эмоциональная зависимость. Дочь, будем называть дочь, хотя это может быть и сын, и не мать, а отец. Ну вот эту схему возьмем, дочь и мать. Дочь ждет признания, одобрения, но она их не получает, и это вызывает у нее все еще злость и разочарование. Третье. Установки и сценарии. Человек живет в модели родители во всем виноваты, потому что так легче объяснить все свои неудачи и внутренние проблемы. Четвертое. Важно, возрастные изменения играют роль. В 90 характер матери, у которой и так характер был не сладкий, может становиться еще сложнее и хуже. Из-за деменции, склероза, каких-то старческих изменений, это усугубляет еще больше ситуацию. Так почему дочь продолжает конфликтовать? Например, если человек в 70 лет не научился отпускать обиды, значит, делаем вывод, он либо не работал вообще над собой, либо он получал какую-то выгоду от этой позиции жертвы. Второе – подсознательное стремление воспитать мать, доказать ей что-то конкретное и получить запоздалое признание, которое не получил раньше. Третье – желание удерживать контроль над ситуацией, особенно в момент, если мать уже становится, например, на старости лет беспомощной. Так как же выйти из этого круга обвинений? Я думаю так, пойдем попунктно. Первое. Принять, что другой матери не будет. Она, эта вот, которая имеется, она не изменится. Задача именно принять ее такой, какая она есть, не сочиняя себе в голове ничего. Это сложно, мне говорят, что ты не можешь до конца понять ситуацию, почему у нас такое, потому что у тебя все хорошо было с родителями. Я все-таки настаиваю, что это можно сделать. Второе. Ответственность за свою жизнь. В 70 лет уже поздно искать виноватых. Вот сейчас только от этой дочери зависит ее счастье. Третье. Изменить фокус внимания. Вместо обид – благодарность. И благодарите почаще за то, что было хорошего. Наверняка были не только плохие моменты. Очень редко бывает так, что вот прям ребенок не помнит ничего хорошего. Четвертое. Отказаться от роли жертвы. Жертва не может управлять своей жизнью. И когда мы перестаем обвинять, мы обретаем вот эту свою долгожданную свободу. Пятое. Перепросмотр детства. Можно вспомнить ситуации, которые казались нам несправедливыми вам, и посмотреть на них глазами взрослого. Возможно, мать поступала с вами именно вот так, как могла в тех обстоятельствах, и ничего другого она не могла сделать. Шестое. Работа с эмоциями. Важно дать себе право прожить и отпустить накопленный гнев. Это может нас сделать, например, через терапию конкретную. Ведение дневника очень помогает. Или телесные практики, что мне очень нравится. Йога, дыхательные упражнения, медитация. Какое у нас там по счету? Седьмое. Осознанный диалог с матерью. Иногда простое
принятие ее, как она есть, без попыток малейших изменить ее личность, уже может снять половину напряжения. 8. Фокус на своей жизни. Чем больше дочь будет заниматься своими интересами, а не копаться в прошлом, тем меньше энергии останется на обиды. И 9, наверное, да, прощение ради себя. Прощать – это не значит оправдывать, а значит освобождаться от груза. Так что может послужить толчком к осознанному такому перепрограммированию себя? Первое. Сильное эмоциональное потрясение, например, болезнь, утрата близкого человека или какие-то серьезные жизненные перемены. Вот они часто заставляют переосмыслить отношения со своими родителями. Второе. Работа над собой. Книги, тренинги, психотерапия, как уже говорилось выше, могут дать новые инструменты для внутренней трансформации. Третье. Пример других людей прекрасно помогает. Видя, как кто-то смог простить, отпустить и стать счастливее, человек может задуматься, а почему я не могу так же? Четвертое. Очень важный пункт, на мой взгляд. Осознание конечности жизни. Когда человек понимает, что время не бесконечно, он начинает задавать себе вопрос, а хочу ли я потратить остаток жизни на обиды? И 5. Достижение внутренней зрелости. Иногда людям нужно просто дозреть до понимания, что счастье только в их руках. И выбирают вот они оставить прошлое все-таки в прошлом. Скажу вам пару нескольких примеров, но без имен. Женщина 75 лет, которая осознала, что ее претензии к матери мешают ей жить, начала работать с психологом, перестала конфликтовать, и отношения изменились в лучшую сторону. Мужчина, который до 60 лет винил отца в своей неуверенности, но перестал зацикливаться на прошлом, он неожиданно для себя стал успешным и счастливым. Дочь, которая после 50 лет поняла, наконец, что ее мать просто не могла дать ей больше, чем она дала, она перестала ожидать невозможного, и ей стало гораздо приятнее и легче. И последнее. Человек, который после тяжелой болезни осознал, что держаться за обиды – это бесполезная трата времени, после этого его жизнь стала легче и радостнее. Чем раньше человек осознает, что он сам отвечает за свою жизнь, тем быстрее он освобождается от внутренних конфликтов. Родители не вечные, и если вы продолжаете держаться за обиды, вы просто тратите время на разрушение себя. Хотите ли вы провести оставшиеся годы в злости и обсуждении в своей голове вот этой вины, или лучше все-таки выбрать осознанность и мир и внутренний покой? Буду очень рада, если вы напишите в комментариях, были ли у вас подобные ситуации, как вы с ними вообще справлялись. С вами была Наташа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до встречи в новых видео. Всех вас обнимаю и целую. Пока.